Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о лучшем ограблении на моей памяти. Вы знаете, в фильмах, художественной литературе нам показывают ограбления, там кто-то пробирается через подземный ход. Вот я помню, очень известное было в Латинской Америке ограбление, там как раз подземный ход. Кто-то прикидывается кем-то, кто-то еще что-то делает, но такого... Вот я не слышал раньше, я такого не знал. Произошло ограбление в 2014 году, но не думайте, что это дела давно минувших дней. Начнем. Директор предприятия ООО «Часовой салон Кристалл», который в августе 2014 года был ограблен сотрудниками прокуратуры, милиции, МЧСниками, со своим лжепонятым, который присутствовал на обыске, где они вынесли товара на 2,5 миллиона евро. Все это делала городская прокуратура, печерские прокуроры, печерские милиционеры, печерский МЧС. Как мы думаем, это все происходило под диктовку городской прокуратуры и в том числе, наверное, и кто-то руководил этими всеми действиями Генеральной прокуратуры. Складно рассказывает, да? Да, кто же ему поверит? Ну, ему бы никто и не поверил, если бы не было видео. Ну вот это наше основное, я так понимаю, чисто. На Малику? Еще есть тут двери какие-то, пацаны, а ну глянь. Ошибка. Не, чисто. Нет. Решетка наверх, я видел это помещение. Я предлагаю попробовать получить от них ключи. Если это не получится, тогда уже... Так он слабенький. Этот слабенький. То, что там в дальнем кабинете, там такой матерый сейф. Тут даже ключи мы сейчас можем подобрать. Тут надо проверить. Господа правоохранители решили, что сейф слабенький, но вот в кабинете покрепче. Ну, а потом они поняли, что они попали прямо в сердце пещеры Аладдина. Сука, я когда-то, знаешь, когда-то была такая возможность, я такие ценные вещи покупал. Ну что, да? А не смотри, что там это внутри. Один из правоохранителей вспоминает, что, пацаны, когда-то имел возможность такие ценные вещи взять. А это, знаете, это держит порой бывает всю жизнь. И тут вторая возможность. Ну что, решаемся? Решаемся. Погнали. Давай, ребята, такой шанс выпадает раз в жизни. Напаковывай свои карманчики. Давай, и вот это засовывай, и вот это, а вот это подаришь подруге, вот это маме, это сестре, это двоюродной тете. Как вроде бы какой-то сюрреализм, если честно, потому что это правоохранители. Правоохранители, которые пришли на обыск. Но об обыске мы поговорим чуть попозже. А пока что они увидели камеру. Уже прошло больше 2 лет, как все это ограбление произошло. Было установлено, что обыск был произведен незаконно. На сегодняшний момент все фигуранты дела находятся, абсолютно все, на свободе. Часть дела передана в Печерский суд. Что самое смешное, печерских прокуроров, печерских милиционеров передали дело судить в Печерский суд. Дело было передано в сентябре 2015 года. Их обвиняют по статьям кража и превышение должностных полномочий. И вот с августа 2015 года у нас до сих пор не было ни одного судебного заседания. Даже предварительного слушания не происходило, потому что то не приходят, то обвиняемые не приходят, то их не адвокаты. И уже вот 1,5 года суд переносит это слушание. Сколько это может еще продолжаться, никто не знает. Но что самое интересное в этом деле, в том, что все печерские прокуроры, которые были, это 2 человека, 2 прокурора, находятся на свободе. И до сих пор ни Генеральная прокуратура, ни городская прокуратура не стала расследовать и не расследует тот факт, кто же дал им такую вказивку прийти на обыск
и так себя вести. Утверждается, что на этом видео люди ужасно похожи на старшего прокурора Печерской прокуратуры Павла Козлова, на старшего следователя Печерского райотдела МВД Забуку Виталия и на сотрудника милиции Васильеву Марию. Сейчас вы увидите, как сотрудница, как человек, похожий на сотрудницу милиции, ворует 20 тысяч долларов. Прям как мышка в норку. Ну а дальше сотрудница милиции, вернее человек, который очень похож на сотрудницу милиции с конкретным именем и фамилией, советует уже сотрудникам: берите там, где бруликов побольше. Бруликов где побольше. У тебя ночь солдат все такие? А? Да, такие точки. А что? Мы женские не берем никому. Как все поразбирали, да? Серьезно? Не, я шучу. Конечно, не все. А? Там, где желательно больше брюликов. И куда, собственно, делись все украденные вещи, тоже никто их не ищет. Может, их уже нашли, может, их уже поделили, может, они уже знают, у кого они где лежат, но нам об этом никто ничего не рассказывает. Когда они, так сказать, ворвались на территорию нашего магазина, я представился, что я директор предприятия, и прокурор дал команду спецгруппе силовой поддержки, это «Сокол», их было еще 12 человек «Соколов», кстати, тоже, которые находятся все абсолютно на свободе. На видеокамерах мы видим, как они запихивают себе в разгрузку, запихивают себе в сумки. Им даже на сегодняшний момент не предъявлено обвинение никому. Потому что вначале считали, что «Сокола» вроде все вернули. Куда они вернули, мы не знаем. Потом их отмазывали о том, что они все поехали в зону АТО защищать нашу родину. Как раз таки в тему. Здесь бойцы спецподразделения «Сокол» рассказывают некоторые вещи. Вы понимаете, что мы сейчас выдерживаем самооборону с гранатами, с оружием, которые грабят, вымогательством занимаются, мы их отпускаем. Потому что мы не в силах их арестовать, закрыть, понимаете, закрыть в тюрьму, посадить, мы не в силах. Потому что мы их задерживаем, мы их ловим и их отпускаем. Они, сколько вон людей пытают, вон что творят на Востоке, что здесь творят, вымогательство, рейдерство, реально, это реальные вещи. Но сейчас вроде Генеральная прокуратура пытается там что-то с ними завязать их в это дело, но обвинения им до сих пор никому не предъявлено. Меня сразу во время этого обыска под руки выкинули на улицу и больше в магазин не пускали, несмотря на требования мои, что я хочу присутствовать во время этого обыска. Приехал адвокат, узнать, что происходит, которого я вызвал. Адвоката тоже выгнали, ни меня, никого не впускали. Кроме того, на адвоката еще вызвали милицию, Печерскую, группу быстрого реагирования, чтобы адвоката моего арестовали и отвезли в райотдел за ложный вызов. Потому что якобы мы знали, что там проходит какой-то законный обыск. Такая ситуация. Они находятся на улице Городецкого, это прям сразу вверху администрация президента, в 50 метрах Министерства юстиции, в самом центре города. Как «Война и мир», моя переписка с администрацией президента, с Генеральной прокуратурой, с городской прокуратурой. Я пишу во все абсолютно возможные инстанции о том, чтобы и в НАБУ обращался, и в антикоррупционную прокуратуру. И везде привожу доводы о том, что самостоятельно районный прокурор не мог пойти на такой шаг, прийти и украсть товара на 2,5 миллиона евро, и при этом в данный момент до сих пор находиться на свободе, спокойно себя чувствовать, улыбаться. Он приходит на суды, смеется. Кто-то стоит у него за плечами, который помогает ему там, то ли держать суд, то ли чувствовать себя спокойно. Но он абсолютно ничего не боится. И это видно по всем тем его соучастникам, которые были во время этого обыска, которые тоже принимали участие. На камерах мы их всех видим, кто себе куда ложил, кто одевал на руки.
в таком деле сойдут и трусы, и носки. Если ты настоящий правоохранитель, ты найдешь истинное применение носкам. Носки на обыски. Бери повыше, надевай гольфы лучше всего и панталоны. Хорошо пойдут, потому что распихать все сокровища... Да, наверное, это самое больное, когда у тебя не хватает просто банально карманов для того, чтобы распихать в них все наворованное. В общем, эти все люди находятся до сих пор на свободе. Полноценных судов не было ни одного. Началось первое заседание, которое было назначено, оно, по-моему, 2 или 3 сентября 2015 года было назначено. Но так как не приходят на... Вначале началось с того, что многие судьи брали себе самоотводы. Как только это дело ограбления магазина «Граф» попадалось к ним, у нас поменялось, по-моему, если я не ошибаюсь, в районе 4 или 5 судей уже. Все берут самоотводы, либо кто-то принимал участие как слідчий судья в этом деле. Но тогда уже, когда сформировалась последняя тройка судей, начались новые праздники. Я же объясняю, то адвокат не пришел, а такая статья, что без адвоката не имеют права проводить заседания. Адвокат не пришел, потом не приходили обвиняемые, причину их неявки, суд не выясняет, просто как в школе. Почему нету там такого-то? Заболел. Почему адвоката нет? Не знаем, заболел или куда-то уехал в Ведряжье. Уже у некоторых подозреваемых дети родились, женились они живут полноценной абсолютно жизнью. Никто за что абсолютно не переживает. И очень в моем месте, когда я в каждое заседание назначенное прихожу в суд, и я чувствую там, как, наверное, как капуста среди козлов, которые меня хотят съесть. Они все уверенно и спокойно, потому что все находятся на скамеечке, просто приходят, как, их 10 человек. И каждый приходит с группой поддержки со своей женой, да, и все говорят, что я, видно нам, что я плохой человек, а вот они очень честные милиционеры и прокуроры. На этом видео люди, которые поразительным образом похожи на старшего следователя Печерского райотдела Забуку, сотрудника милиции Васильеву Марию, нашу знакомую, и понятого Филоненко Владимира Александровича, крадут 10 ювелирных изделий общей стоимостью 1 миллион 203 тысячи евро. Говорю, я еще доказываю, что я прав, потому что на видеокамерах все видно. Как человек засовывает себе в носки, засовывает себе в трусы. А эти обвиняемые потом говорят, вначале говорили, что это все мультики, это все постановочное было, тут такая была защита, да, когда только началось следствие. А потом они начали говорить, что да, действительно, я положил себе в карман, но потом, когда я выходил, я положил их на стол, просто там камер нет. А это вы все потом сами взяли и у себя украли, для того, чтобы получить там страховку, или для того, чтобы нас обвинить, для того, что у вас тут незаконный бизнес. То есть, в таком сфере они начинают защищаться по-разному. В самом начале, когда все это произошло, они даже писали, когда это все видео было, они писали против меня всякие заявления в органы. Меня вызывали на допросы по их заявлениям и говорили, вот вы ведете незаконный бизнес. То есть уже пока они украли это все, они уже не как милиционеры, а пишут как заявления вот эти все. И я приносил опять кучу документов в другие учреждения, доказывал, что все у нас правильно и честно. Когда начался обыск, всех сотрудников магазина согнали в одну комнату. И у них изъяли их личные вещи, там, кошельки в том числе. Все их сложили в одно местечко. И вот на этом видео человек чудовищным образом напоминающий сотрудника Печерского райотдела милиции профессионально разбирается с этими кошельками. Ведь они украли все вещи, которые они были сворованы. Эти вещи не только были там, в магазинах «Граф», да? Если у нас было предприятие в Донецке, а это в тот момент уже Донецк бомбили и штормили. И мы из Донецка очень много вывезли товара сюда, в Киев. И также, как донецкие предприниматели, наши там партнеры по Донецку, которые самостоятельно не могли вывезти, они попросили нас взять на ответственное хранение тоже вещи свои.
И они у нас лежали там в сейфе, в том сейфе, в котором они даже не имели права туда заходить на обыск. Там, если разбираться, я буду рассказывать с самого всего начала их обыск, то, во-первых, он был незаконный, они пришли искать радиоактивные ювелирные изделия с использованием радиоактивных камней. Там такая вот формулировка. Как им судья вообще это выдала, даже ни один юрист читает эту ухвалу, он не может понять, как судья могла вообще им дать, за какие она барыши им дала. А, это уже понятой. Понятой. Если ты правильный понятой, то ты сможешь найти применение своим трусам. Не пугайтесь, не пугайтесь, он не достанет оттуда ничего страшного. Наоборот, весьма приятный сверток. Теперь срочно в туалет переложить поудобнее. Поудобнее. Они сразу зашли, уничтожили видеосервер. Это была их первая задача. И только благодаря тому, что был второй контур видеокамер, это еще одна была система дополнительная, где не было она выведена на мониторы. Вот записались все их абсолютные действия. Там даже на камерах видно, как они вот смотрят на эти видеокамеры. Они все открытые были, купольные. Смотрят на них и говорят: "Ля, камеры". Друг другу: "Да не переживай, я уже камеры все, говорит, переключил, выключил, уже, говорит, ничего не пишет, поэтому можем смело брать". И сразу же тогда решили: давайте позвоним начальнику Печерской прокуратуры, который был в тот момент, и скажем, что пусть твои сотрудники все вернут, что позабирали. Он нам ответил: "Что гоните, ну никто ничего не брал у вас, что вы такое выдумали?" Когда мы сказали, что видео есть того, что они брали, сразу он ответил: "Ну какое видео, ну вы типа с ума сошли". Он посчитал, что мы больные. Пришлось сделать ему пару скриншотов и отправить. И после этого началось, что давайте встретимся, а возьмите свое видео, давайте подъезжайте, давайте поговорим. Ну, как-то так они это все неубедительно говорили, то есть доверия к ним никакого не было. И еще и в придачу на обыске было 12 вооруженных соколов, они были полностью одеты, ну, полностью как с автоматами, с пистолетами, это, ну, на видео это надо смотреть было. И здесь подходят люди толпой, идут по улице и орут: "Слава Украине!" А я стояла тогда с супругой владельца этого бизнеса. Они подходят к нам и говорят: "Слава Украине!" Молчим на них, смотрим, что ну, такие люди неадекватные. И говорит: "Свое видео спрячьте, языки на замок позакрывали. И привет вам от соколов. Слава Украине!" И пошли обратно вверх. Тогда действительно мы уже испугались не только за бизнес, а уже и за свою жизнь. И на тот момент тогда был генеральный прокурор Ярема. Он пригласил нашего учредителя к себе в кабинет, поговорил с ним, пообещал ему, что будет адекватное, правильное расследование, что быстренько всех найдут, все найдут. Собрал тогда он брифинг, выступил он по телевидению именно по этой теме. Сказал, что ему очень стыдно за всех этих вот людей, которые были, и пообещал действительно расследование. Но потом Ярема недолго пробыл генеральным прокурором, сменился, и тогда следствие полностью, абсолютно у нас рухнуло, остановилось. Она какая-то вообще несуществующая ассоциация громадская написала в общество прав потребителей заявление, что якобы в таком-то магазине «Граф», оказывается, торгуют радиоактивными изделиями. Вы пойдите их проверьте. А эта вот общественная организация в этот же день пишет в районную прокуратуру, что пришел сигнал. И там буквально за 2-3 дня они провели расследование. Действительно, что в магазине «Граф» облучают какие-то камни. То есть там все вот так. И буквально это все наручно. За 2 дня было сфабриковано дело. А дело было сфабриковано: одно заявление якобы от заявителя, потом от общества прав потребителей, потом вказивка в райотдел в этот же день отвечает: "Все, мы все расследовали, действительно там это так, надо идти брать преступников". Дождались нужного момента, пришли, сейфы резали, все сделали такой хаос, фотографии тоже вам покажу, сделали такой хаос в магазине, чтобы невозможно было найти потом концов. Ювелирные изделия после обыска валялись в туалете, валялись под бачком, под сейф, где они только, они специально даже разныкали. Там один потом следователь, который был, рассказывал, что они собирались еще завтра прийти с того конюну. Почему они по нычкам? Потому что они столько много себе набили, что они должны еще были завтра прийти і далі продовжувати виносити. На даний час всі підстави вважати, що в приміщеннях першого поверху по вулиці Городецького, 12/3 магазину «Граф» в місті Києві
як відповідно до поверхового плану мають номер 77, перебувають небезпечні товари із незаконним використанням знаків для товарів і послуг, та які, ймовірно, радіаційно забруднені. И вот она пишет, на данный час є всі підстави вважати. Только хотелось бы спросить у этой судьи, а с какого она перепуга взяла, что там есть, вважати, что там радиоактивные вещества есть. Что ей принес прокурор, просив эту ухвалу, тоже непонятно. Но она дала ему, разрешила ему провести обшук. Очень сильно обращаюсь в специализированную антикоррупционную прокуратуру. Стучусь к ним. Пытался попасть на прием и к Холодницкому попытался на прием попасть. И пытаюсь попасть на прием к Луценко Юрию Витальевичу. Для того, чтобы как-то активизировать это дело. Почему мы хотим это дело полностью активизировать? Потому что на сегодняшний момент то, что находится в суде против прокурора и милиционеров, это просто, капля в море. На самом деле, самое, что важно, и это, я думаю, должно интересовать, хотя думаю, что, может быть, они уже об этом и знают, просто не хотят, именно следователи Генеральной прокуратуры, НАБУ или НАБУ, кто на самом деле этот обыск спровоцировал. Район, это не уровень районного прокурора, никогда в жизни, что районный прокурор пойдет на такой шаг. Писали наши все европейские партнеры, писали они в Министерство иностранных дел. Я так скажу просто, по-человечески, что они писали. Они писали таким образом, мол, Украина, вы пытаетесь попасть в Европу, а вы видели, что происходит там с магазином РАФ, столько его ограбили. Мы являемся там ихними партнерами уже много на протяжении лет. Но такого беспредела, как у вас, мы никогда в жизни не видели. Мы думали тоже, что это дело быстро все, что было видео, кто воровал, что воровал. Думали, что у вас все быстро закончится и пройдется, и мы восстановим свои отношения не только с часовым салоном «Кристалл» нашей компании, но и дальше будем приходить на украинский рынок. Но они так и пишут, что до сегодняшнего мы боимся этого делать, и обращаемся к вам помочь в расследовании и все-таки в судебных процессах, чтобы довести все до конца. Им ответы дали, что это у них абсолютно всегда отписка, они мне такие ответы все пишут, что на данный момент следствие идет, часть дела в суде, и все под контролем у руководства Генеральной прокуратуры. Это если Генеральная прокуратура, если это администрация президента, то все под контролем администрации президента. Такие у нас все полностью отписки. Сразу звонили люди, те, которые точно так же пострадали от рук этих же прокуроров. Это были и... В основном это были бизнесмены, у которых точно так же были украдены то ли какие-то драгоценности, то ли это были украдены какие-то деньги, то ли против бизнеса на них был очень большой наезд, там где забирали, я так понимаю, не только деньги, а целые помещения, это были состряпанные криминальные проваджения. И они становились в очередь, они вместе с нами объединялись. Но объединялись они почему? Звонили, потому что все их заявления никто нигде не принимал, никто не реагировал. У них было точно так же, у них не было прямых доказательств того, что этот прокурор мог так поступить. Это только благодаря нашим видеокамерам. Я на 100% уверен, если бы даже видеокамеры у нас были, они полностью уничтожили, мы бы тоже сейчас просто разговаривали бы вот так. Нас они пришли и обокрали. А чем вы докажете, что они пришли и обокрали? Может, вы сами это все украли? Но потому что у нас видеокамеры это были, да, действительно нам поверили о том, что мы не придумали. И против этих прокуроров и милиционеров, там и милиционеры там некоторые присутствовали тоже в этих же преступлениях, завели уголовные дела и в отношении нашего грабежа, и некоторым тоже повезло, и в отношении предыдущих им тоже в принципе поверили о том, что вот этот прокурор, да, действительно мог у него прийти, и точно так же, но то, что на них завели, то у них так тоже точно так же это расследование все и похоронено. Но они уже так перестали это все нести, потому что, наверное, как-то им свыкшие, может, с этим, я не знаю. Так, читаешь новости, украл человек, где-то пошел кабель вырубал, да, 3 метра кабеля, там, на хлеб себе какой-то, да, его через 3 дня, на 3 года, просто какого-то там мужика, который, может, хотел там своей семье там принести хлеба, которого не хватает. И еще один человек тоже
зарегистрировал проваджение, ему поверили, и он тоже ждет теперь судов, когда закончится против его дела следствие, и дело передадут в суд. Там тоже прокуроры районные и следователь Печерского райотдела милиции тоже у него приехал к нему на обыск, поворовал там монет, поворовал, у него машины позабирали, там еще его и в СИЗО бросили незаконно, там целый букет. Человек был раньше с хорошим бизнесом, а остался вообще сейчас ни с чем. Ходит, теперь доказывают о том, что это все было. По нашему делу я раньше очень плотно общался с Павлом Шереметом. Узнал об этом громком деле, мы с ним связались, и он хотел даже написать потом, говорит, когда это все закончится, в конце концов, говорит, напишу, говорит, раньше был золотой теленок, говорит, а у вас можно писать будет рассказ, говорит, золотой грах, говорит, я не знаю, золотой персень, говорит, у вас все так, говорит, тут запутано, длинно, все страшно, говорит, все есть абсолютно, но, к сожалению, он тогда только успел в блоге своем о нас написать, там, в «Украинской правде», на радио я у него выступал, то есть, он поддерживал нас. Да, Павел Шеремет поддерживал, теперь больше не поддерживает. На этом все, в общем-то. Если вы мне хотите сказать, что это не самое гениальное ограбление, может быть, вы видали лучше. Я лучше не видал. Теперь давайте порадуемся все вместе, посмотрим небольшой отрывок, как они примеряют свои обновочки, часы. Потому что нам-то на наши часы приходится долго-долго работать. А им...